Так, и как же получить международную защиту в Испании? Как я вам обещал на прошлом видео, на этом видео я вам буду рассказывать подробно про процесс получения международной защиты. С того, как вы подаетесь, до получения вида на жительство. Так, для начала хочу вам сказать, что международная защита – это долгий и очень утомительный процесс, и это не стопроцентная гарантия того, что вы получите вид на жительство и останетесь жить в Испании. Есть два способа подачи на международную защиту. Первое и самое распространенное – это приезжая в Испанию, уже на территории Испании, в полицейском участке вы можете податься на международную защиту и начать весь процесс там. И второй способ, про который абсолютно никто не рассказывает, это приезжая в Испанию, в любом аэропорту Испании, можете обратиться к полиции и попросить убежище. Но вы должны понимать, что есть очень большой риск, и риск состоит в том, что если вы начинаете процесс в аэропорту, не въезжая в территорию Испании, есть риск того, что в результате получения негативного ответа вас могут отправить в страну, откуда приехали. Итак, как происходит пошагово сам процесс? Вы прилетаете в любой аэропорт Испании. До того, как перейти паспортный контроль, вы обращаетесь к любому работнику аэропорта. Лучше всего обратиться к таможенной услуге, либо же полицейским в аэропорту и сказать им, что вы хотите попросить международную защиту. И в этот момент ваш процесс официально начинается. Так, после этого вас отведут в специальную часть аэропорта, куда доступ абсолютно запрещен. У вас заберут все ваши вещи, ваш телефон, ваши документы, ваш чемодан, и вас оставят в специальной комнате, где остаются все остальные люди, которые попросили международную защиту. Этот процесс может занять как один день, так и до 2 недель. Поэтому будьте готовы, это большой риск, это очень утомительно, это очень тяжело эмоционально и морально. Если вы готовы, если вы уверены, что любым способом вы хотите переехать и остаться здесь, то у вас все получится. Так, после того, как у вас заберут все вещи, вас оформят, вам назначат интервью. Интервью может быть в тот же день, либо через несколько дней. На интервью у вас будут спрашивать абсолютно все причины, по которым вы хотите получить статус международной защиты. Как я сказал ранее, это могут быть политические взгляды, религиозные убеждения, какие-то болезни, либо же война, либо же ваша сексуальная ориентация. Это особенно относится к геям, которые хотят убегать из постсоветских стран, таких как Россия, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, так как там ситуация достаточно плохая. Мы все очень хорошо об этом знаем, поэтому это отличный вариант. Когда вам назначат интервью, до этого вас спросят, хотите ли вы переводчика. Я вам советую попросить переводчика, потому что могут быть такие вопросы, на которые вы не сможете просто ответить на испанском, если знаете испанский, либо же на английском, поэтому лучше всегда просить переводчика с вашего языка, с вашего родного языка. Есть переводчики абсолютно с любых языков, с грузинского, с армянского, с русского, с украинского, с азербайджанского, даже с узбекского. Так что не переживайте и просите. Так, начинается ваше интервью. Оно может длиться как и полчаса, так и 5 часов. Есть разные случаи, но главное морально быть готовым ко всем вопросам, потому что вас будут спрашивать очень тщательно о всех мелочах, о всех нюансах, какой риск у вас в своей стране, почему вы не можете переехать в другую страну, почему вы не можете переехать в другой город внутри своей страны. Так что вы должны быть эмоционально, морально очень хорошо подготовлены ко всем этим вопросам. Но самое главное — иметь доказательства. Доказательствами могут быть как одна статья из новостных сайтов, могут быть статистики Европейского Союза, также статистики международных организаций, либо же какой-то особенный случай, например, убийство какого-то транссексуала, либо же убийство какого-то гея
насилия из-за его сексуальной ориентации, либо же убийство какого-то христианина в мусульманской стране, это может быть прекрасным доказательством. Вы должны также понимать, что не обязательно иметь какой-то физический ущерб либо травму, чтобы доказать, что есть риск для вашей безопасности в вашей стране. Достаточно одного закона, который ущемляет ваши права, чтобы вам выдали статус международной защиты. После интервью вас отправят в ту комнату, где вы раньше находились, в ожидании ответа. Ответ может быть как и положительным, так и негативным. Если вам дадут положительный ответ, то вам выделят специальную организацию, которая будет вас обеспечивать и заниматься дальнейшим процессом. Если же у вас будет негативный ответ, то вас отправят обратно в вашу страну, откуда вы приехали, либо же в третью страну, которую вы предпочтете. Итак, вернемся к первому способу. Это когда вы въезжаете в Испанию, внутри страны, идете в полицейский участок и просите о международной защите. Этот процесс происходит следующим образом. Так, вы идете в полицейский участок, заявляете о том, что вы хотите попросить международную защиту по какой-то определенной причине, и они вам дадут бумажку, которую вы должны заполнить. И следующим шагом является то, что полиция вам выдаст определенную дату, в которой вы должны вернуться еще раз и пройти интервью. Тот же интервью, который вы могли бы пройти в аэропорту, но с большим ожиданием, потому что назначение интервью может занять несколько месяцев. И пока вы находитесь в ожидании интервью, у вас не будет никакого легального статуса, и вы должны будете обеспечивать сам себя. И когда придет уже дата интервью, вам нужно будет перейти интервью, тоже с переводчиком, либо же без переводчика, как предпочтете вы, но желательно всегда с переводчиком, как я ранее указал, и вам нужно будет ожидать результата интервью. Он будет положительным, либо же негативным. В случае положительного результата вам выдадут документ, который называется тархета роха, либо же красная карта, которую вам нужно будет каждые 6 месяцев обновлять. После того, как вы первый раз получите красную карточку, спустя 6 месяцев после обновления вам официально выдадут разрешение на работу. И с этого момента вы можете официально трудоустроиться, зарабатывать свои деньги и обеспечивать сам себя. Но до этого вас обеспечит государство. Но имейте в виду, что красная карточка не является официальным статусом международной защиты. До получения международной защиты, то есть резиденции, то есть вида на жительство, вам нужно будет еще ждать. А это ожидание может длиться от 6 месяцев до нескольких лет. Я знаю случаи, которые продлились до 4 лет. Также знаю случаи, которые продлились 8 месяцев. Потому что каждый кейс рассматривают индивидуально. Спасибо большое за просмотры. Подпишитесь, это очень большая поддержка для меня. И в следующих видео я вам буду рассказывать и показывать мою жизнь в Испании, в Валенсии, и как я дошел до подачи на гражданство. И расскажу об этом процессе подробно.